Привет, Арми. В сверкающем и таинственном мире корейских развлечений, под светом софитов и гулом публики, скрывается история, о которой никогда не рассказывали публично, но которая кажется невероятно важной тем, кто готов погрузиться в нее глубже. Это не просто история двух кей-поп-айдолов, это история Чон Чингука и Ким Тэхёна, двух имен, чьи имена, произнесенные вместе, создают связь, выходящую за рамки простой химии. Они – Тэкуки, феномен, возникший не случайно, а из настоящей связи. И теперь шепотки, которые когда-то были лишь домыслами фанатов, постепенно подтверждаются молчаливыми свидетелями, которые наконец-то высказались, сотрудниками BTS. Их связь всегда была особенной, их взгляды задерживаются дольше, чем следовало бы, их прикосновения более личные, чем просто дружеские отношения. И пока весь мир смеется над фанатскими теориями, называя их галлюцинациями, сотрудники молча наблюдают и держат все в тайне. Сотрудник съемочной группы шоу BTS Travel Show рассказал: Чингук очень оберегает Тэхёна, если кто-то подходит к нему слишком близко, особенно женщина, его аура меняется. Ему не нужно говорить, но атмосфера становится холодной, напряженной. Как будто Тэхён не просто друг, а тот, кому нельзя прикасаться неосторожно. Однажды во время фотосессии Тэхён был увлечен разговором с женщиной-стилистом. Чингук, который смеялся с Чимином, внезапно замолчал. Он не перебивал, он просто подошел и встал рядом с ними. Ни слов, ни резких движений, но все в комнате знали, это была не нейтральная позиция, это было доминирующее молчание, посылающее четкий сигнал: «Она со мной, не подходи слишком близко». То, что сделал Чингук, было не просто стоящим там, он не просто появился и смотрел пустыми глазами, он стоял в стратегически важной позиции, между Тэхёном и стилистом, создавая невидимую границу. Словно говоря без слов: «Хватит, ты уже ближе не можешь». Аура Чингука изменилась, его взгляд стал острым, но не злым, спокойным, но пугающим. И, что еще важнее, Тэхён, казалось, почувствовал это. Он медленно замолчал и лишь слабо улыбнулся. Не потому, что чувствовал себя некомфортно, а потому, что знал, что кто-то рядом, чтобы защитить его. Несколько сотрудников, ставших свидетелями этого момента, отметили, что атмосфера изменилась ощутимо. Смех и шутки, наполнявшие комнату, внезапно исчезли, сменившись напряженной тишиной. Все знали, что Чингук не злится, но они знали, что существуют негласные границы, которые нельзя переступать, когда дело касается Тэхёна. Это была необычная ревность, это была глубокая форма защитного чувства, как альфа-волк, молчаливо охраняющий свою пару. Не из собственнических чувств, а потому, что он считал себя безусловным защитником. И, как ни странно, хотя Чингук не произнес ни слова, все поняли. Стилист быстро сменил тему, Чимин, который смеялся, замолчал, а Тэхён просто смотрел на Чингука с легкой улыбкой, своего рода безмолвной благодарностью. В этом и заключалась уникальность их отношений, язык их тела говорил громче тысячи слов. Чингуку не требовались слова, чтобы объяснить свои чувства к Тэхёну, потому что его тело, само его присутствие, говорило само за себя. Он мой, и я должен его защищать, и я всегда буду стоять между ним и всем, что доставляет мне дискомфорт. Постановщик сцены рассказал о моменте за кулисами, который шокировал многих. Когда стилист собирался поправить пиджак Тэхёна и коснулся его плеча, рука Чингука тут же отстранилась. Это было не грубо, это было быстро, его тело словно отреагировало бездумно, инстинкты взяли верх над всем остальным. Что это было, если не защита, исходящая из глубины его сердца? Еще один инцидент произошел во время репетиции хореографии. Новый танцор громким голосом и преувеличенной мимикой похвалил голос Тэхёна. А Чингук? Он остановил репетицию, спокойно, но твердо подошел и сказал: «Давай порепетируем дуэт». Затем он оттащил Тэхёна. Это было не грубо, но атмосфера застыла, словно он хотел, чтобы весь мир узнал. Тэхён не принимает любые комплименты, особенно от незнакомца. Кто-то может назвать Чингука собственническим, но истинные фанаты знают, это форма любви, основанная на чувстве ответственности. Чингук не просто любит Тэхёна, он чувствует себя обязанным защищать его от всего, что может навредить ему, как внешне, так и внутренне. Визажист поделился трогательным наблюдением.
Когда Тэхён устал или грустит, Чингук понимает это сразу, без слов. Он сидит рядом, молча, иногда держа его за руку. Немногословен, но полон смысла. Это доказательство того, что любовь не всегда выражается криками, иногда она приходит в форме искреннего молчания. С момента дебюта Тикук демонстрировал несомненную близость. Камера, возможно, не всегда ее улавливает, но глаза фанатов и сердце сотрудников чувствуют ее. Редактор документального фильма BTS даже сказал: «Есть много моментов Тикук, которые мы не смогли показать. Не потому, что они были неважны, а потому, что они были слишком честны, они раскрыли слишком много того, о чем не сказали». В интервью, которое многие его друзья, возможно, пропустили, Чингук однажды сказал: «Мне не нужно много друзей, важно, чтобы у меня был кто-то, кто меня понимает, например, Тэхён». Эти слова кажутся легкомысленными, но для тех, кто понимает язык молчаливой любви, это признание без признания. Теперь, когда сотрудники говорят сами за себя, все становится яснее. Хэштеги решетка Таека Акисреал и решетка Юнка Ак Протицтая Юнг в тренде. Армии по всему миру пересматривают старые видео, вспоминают общение, которое когда-то считалось само собой разумеющимся, а теперь ощущается как скрытые знаки любви, спрятанные за улыбками. Во время репетиции концерта Тэхёна попросили пересесть, потому что нужно было поменять освещение. Но прежде чем он успел пошевелиться, Чингук быстро сказал: «Хён, оставайся там, я пересяду». Его тон был мягким, но в интонации чувствовалось напряжение. Форма любви, которую невозможно отрицать. Он не приказывал, он защищал. Армии описывают их отношения как любовное письмо, которое никогда не было написано, написанное. Глазами, которые никогда не отводили взгляд. Улыбками, которые предназначались только одному человеку. Объятиями, которые затягивались ради просто друзей. Маленькими прикосновениями, которые казались больше, чем весь мир. Они никогда не говорили «я люблю тебя» перед камерой, но мир знал об этом. Потому что их любовь была слишком искренней, чтобы ее скрывать, но слишком личной, чтобы открыто говорить о ней. И если есть один вопрос, который все еще актуален. Кто так яростно защищает Тэхёна? Кто не выносит, когда он подходит слишком близко к другому человеку? Кто реагирует физически, прежде чем разум успевает это осознать? Ответ прост – Чингук. Он не просто любит Тэхёна, он чувствует Тэхёна частью себя. И для многих фанатов этого более чем достаточно, чтобы поверить. И теперь, после всех доказательств, историй и закулисных свидетельств, вы все еще верите, что это просто обычный броманс? Или любовь – это то, о чем не нужно говорить, ведь она так очевидна в поступках? Потому что настоящая любовь иногда заключается просто в защите. И никто не защищает Тэхёна так сильно, так спокойно и так искренне, как Чингук. Если вы тоже чувствуете глубину этих отношений, поделитесь своими мыслями в комментариях. Вы тоже верите в то, что решетка Таека Акисреал? Не забудьте поставить лайк, подписаться и включить уведомления. Ведь мы продолжим радовать вас трогательными историями, которых вы больше нигде не найдете. Увидимся в следующем видео, поклонники Тикук.